нами как раз и управляют эти иллюзии. Потому что иллюзия, то, что было когда-то, это иллюзия, его нет. То, что будет, ну, это все только в наших фантазиях, да. Мгм. Это может случиться, может не случиться и так дальше. Реальность – это то, Мгм. что есть сейчас. Мгм. Да? Пугать тем, что будет, дело такое себе. Быть здесь и сейчас важно, да? Цель моего Вот. сегодняшнего сеанса вернуться к моему истинному отцу, первоисточнику жизни, и вернуть память, избавиться от всех негативных установок, жить без зацепок, без самооценки, самооценки, избавиться от негативных установок, быть свободной от всех паразитических программ и их носителей во всех телах в моем пространстве. Отказываюсь от одобрения, взаимодействия с антимиром, выйти из матрицы смерти, уйти от демонов власти над душой и эгрегоров, вернуть свое созерцание от антихриста, Сильнозора. Опять хочу отменить, вот опять всплыл почему-то. Быть чистой, свободной от имплантов, механизмов, бесплотных, джиннов, шаманизма, магии, духов. Духов. Был случай у меня в детстве, когда приходил один какой-то бесплотный или дух, прям как на цыпочках, вот так вот, он часы тикали, вот он так вот так старался, как будто я вот не слышу, но я-то посю понимаю. И вот он приходил, и я была совершенно одна дома. В то время он приходил, и даже стал приходить, когда еще кто-то рядом со мной, и все равно он приходил и начинал меня душить. Душить, и вот и виски давить. И у меня был такой страх умереть. Вот появился с того момента, я вот сейчас поняла. И мне-то хотелось жить, и я поддалась. Дала слабинку, поддалась, и он как бы телепатически мне, как бы он мне так торчил, то есть издевался, говорил, вот ты выберешь материальный мир, и я тебя вот не буду над тобой издеваться. И я вот поддалась, дала слабинку и сказала, да, я выбираю материальный мир. И вот тогда он уходил. Вот это я хочу отменить навсегда. Например, отменить все контракты, заигрывание с антимиром, с лордами, с цивилизацией чужих. Я приказываю антимиру вернуть все мои частицы души, все энергии и призываю карму за обесценивание моих достижений и прогибание и за субординацию. Прошу прощения у Всесвету, у своего подсознания, у всех, кого я обижала, магичила, сквернословила, у кого я воровала, всем, кто меня обижал, я посылаю любовь. Аспекты. Это восстановить внутренний критик. Я говорила про это, но почему-то я знаю, что я понимаю, что это нужно прорабатывать через дыхание, и тем не менее хочу проверить, восстановила ли я свой внутренний критик, или мне еще надо над этим, еще нужно над этим продолжать работать. Удалить эфирную беременность. Удалить эфирную беременность, это был сон у меня. Был сон, где делали... Я помню, был сон, где вот эти вот серые, что-то они со мной делали. Я так поняла, что это опять очередная эфирная беременность. Хочу отменить все эти эфирные беременности. И вообще хочу отменить считывание моего эфирного ДНК, вторжение в мое пространство, и вот считывание, и вот всякие манипуляции с моим эфирным телом. Хочу все это запретить и удалить. Хочу понять и отследить каждый момент ситуации, мешающие и предотвращающие моему финансовому развитию.
Я понимаю, я осознаю, что я занимаюсь не своим делом, но поскольку у меня сейчас такой момент, мне нужно остаться на этой работе, и поэтому я знаю, что чем я хочу заниматься, я уже знаю, уже вижу, но на данный момент мне нужно также работать там, где я сейчас работаю, потому что без этого я останусь просто на улице. Вот. У меня есть своя цель, но мне нужно, вот так оно выходит. Отменить все кармические ответственности со всеми под именем Фариза, Фарид, Фарида. Вот был сон, опять это тетка, которая вот недавно умерла, она во сне голая была, положила меня голую, и был мужчина голый. И вот она такой толстенький, маленький, и вот они меня положили между собой. Мне это так было мерзко и противно. Я вот это хочу отменить. И еще я стала чувствовать именно на работе везде этих как бесплотные духи, вот как ghost. Я вот слышу свое имя на работе. Почему-то дома я не слышу, на улице ничего, все нормально. Как только иду на работу, я начинаю слышать свое имя, кто-то меня постоянно зовет. Вот это хочу я... То есть какие-то предметы падают ни с того, ни с сего. Какие-то... И вот постоянно они хотят, чтобы я чего-то, вот какой-то страх был. То есть они в какой-то вот... То есть они провоцируют меня, чтобы я чего-то так вот постоянно пугалась. Вот это все хочу отменить. Детство. Ситуации, где меня сравнивали с другими, и результаты этих действий в минус для меня. Транжирство, синусит, отит. Вот отитом проболела, оно привело меня к синуситу. Вот на данный момент сейчас я вообще, у меня уши оглохшие, нет, мне надо, я даже вот ничего не слышу иногда бывает. Даже на работе мне постоянно жалуются, почему ты ничего не слышишь. Вот. А потому что я вот действительно, у меня уши заглохшие. Вот. Постоянное напряжение, ложь, воровство, это детство я отменяю и заменяю на целостную и наполненную любовью. Опять вот о работе. На работу пришла девушка женщина по имени Дейзи. И с того момента, как она пришла, меня стали вытеснять. И стали прогибать на работе. До этого ко мне относились, почти на руках носили, так уважали, все так было замечательно. А как она пришла, так все, вот уже все изменилось. Вот. Я хочу понять причину, почему, где я себя так неадекватно веду, где я позволяю. Хочу посмотреть, вот, что со мной не так. И хочу удалить все эти причины. Я хочу посмотреть на себя такая. Я не боюсь этого. Хочу попросить свое подсознание помочь мне увидеть и разобраться с этим. Вот. Хочу отменить укусы. Почему-то до сих пор приходят все эти змеиные укусы во сне. Потом эти укусы вот эти всякие какие-то стали появляться. Вроде нету комаров дома. Хочу это отменить, убрать. И поблагодарить хочу Всесвет за возможность вернуться к первотворцу жизни, к совершенству и жить в соответствии с конами нашего священного Всесвету. Вот. И еще сон этот хочу. Я вообще хочу убрать вот это. Я заметила, что во сне я какая-то безвольная, вообще не могу себя контролировать, то есть какая-то слабая вся такая. И вот и все, кому не лень, что хотят, то и делать. Я вот хочу все это отменить. Я хочу контролировать себя во сне тоже. Вот и сон этот видела, инсектоид такой, видела этого большого-большого инсектоида. И вот он просил, принеси побольше дров. Вот это мне это очень не нравится. Так, еще вспомнила ситуацию, где я сама себе перед зеркалом стригла челку. И я понимаю, что я только сейчас поняла, что я
что я очень симпатичная, я даже очень красивая. Я вообще умница, молодец. Но вот на тот момент мне не хватало вот этой, вот этой любви к себе. Вот я хочу все это отменить. Хочу жить без самооценивания себя. И понять, почему. Хочу понять, вот на этом сеансе хочу понять, почему я боюсь, откуда у меня эти страхи, и убрать все заряды страха, и отправить их на утилизацию, и вернуть, и призвать карму на антимир за такие манипуляции со мной. Я осознала, что страхи – это иллюзия, мираж, такого нету. И заменяя все эти ситуации, где меня мучили, душили, там, с всякими страхами там манипулировали, вот с самого начала во всех ситуациях, которые только были. И заменяя на то, что я сказала, ну и что, и по барабану. Умру и умру, ничего страшного. Это не страшно, чем жить в страхе. Это разве жизнь? Это не жизнь. Ну, программы бывают разные. Есть врожденные программы, например, инстинкт самосохранения. Когда ребенок рождается, его не нужно учить там, делать определенные движения, чтобы питаться материнской грудью. У него это уже есть. Ну и другие жизненно важные инстинкты. Это программы своего рода. И есть программы приобретенные. Приобретенные программы, все по конам живой Вселенной происходит только по нашему одобрению. То есть, другими словами, наш внутренний критик принимает решение, это правда или неправда, это мне нужно или это не нужно. То есть это работа сознательного. То есть человеком управляют привычки. То есть человек решил когда-то, что это хорошо. Человек, например, в детстве, маленький ребенок, прогибается под абьюзивных родителей, потому что ему нужно выжить. Он ищет какой-то такой тип поведения, чтобы не раздражать маму или папу, да, или и маму, и папу, и так дальше. Он учится вот лавировать. Эта привычка сохраняется и во взрослом возрасте. Так вопрос, когда человек осознает, что это правильно, это неправильно, это хорошо для меня, а это нехорошо, он начинает думать, ну нет, пора с этим заканчивать. Вот я поступать вот уже по этим стереотипным шаблонам не буду. Вот когда меня хотят прогнуть, или когда я хочу кого-то прогнуть, то я это буду отслеживать и буду прекращать это. Таким образом, вырабатывается навык. Навык коммуникации, навык общения с другими людьми, взаимодействия с другими людьми. Таким образом, на основе любви, а не на основе «я начальник, ты дурак». Да? Потому что абьюзивные отношения – это всегда односторонние. Абьюзер хочет взять верх над своей жертвой. Нормальные отношения строятся на любви, на принципах любви, то есть взаимные отношения. Тут еще один момент. Вот ты говоришь, хочу разобраться, в чем проблема, почему ко мне хорошо сначала, вот это я слышу уже не первый раз, на каждой работе, куда ты приходишь, одно и то же. Меня ценят, посмотри логику, меня ценят, на руках носят, потом что-то происходит. Это, смотри, ты очень зависишь от мнения других. Меня носят. То есть ты хочешь, чтобы тебя ценили. Это внутренний какой-то, ну, как бы, ты сама себя не ценишь. Тебе важно вот эти внешние атрибуты. Поэтому ты ждешь этого так называемого одобрения и очень часто попадаешь на абьюз, потому что абьюз всегда одинаково работает. На первых порах это идет как идеализация человека. То есть если ты
реагируешь на это, когда это происходит. Если ты знаешь, что ты специалист хороший, если ты самоуверенная, то есть ты уверена в себе и так дальше, тебе вообще плевать, кто о тебе говорит как. Мало того, ты будешь с осторожностью смотреть на тех людей, которые будут тебя как-то или хвалить, или что-то еще, потому что это тоже абьюз. Мгм. Ну, конечно же, это абьюз. Сначала идет идеализация, потом идет обесценивание, а потом идет утилизация. Потом, то есть вот по этому принципу у тебя вот идешь на работу, тебя ловят на это, понимаешь? Мгм. Да, да. Ты Я смотри, думала, потом следующий этап обесценивая. Вот кто-то пришел. Ну какая разница, что кто-то пришел? То есть мгм. здесь постоянно с кем-то себя сравниваешь. Почему? Потому что вот это нужно на уровне осознанности понять и это убрать. То есть поднятие самооценки, как говорят, начать с любви к себе. И тогда Ага. все будет хорошо. Вот. А потом утилизация идет, потом какая-то ситуация, то есть это внутренний вот этот твой механизм. Идет Мгм. какая-то ситуация, вот кто-то тебя зовет, какие-то предметы падают и так дальше. То есть для того идет уже, сгущается эта реальность, чтобы была причина тебя утилизировать. Хорошо. Идем точно по аспектах. Первый аспект. Ты была маленькая, какой-то дух приходил. Было такое? Да. Ну уже Было. как подростком. А когда ты начала вызывание духов? А это в школе было. То тоже подросткам вызывали дух. Как ты Согласись. связываешь эти две ситуации? Ты делаешь какую-то связь между ними? Да, да. Теперь я вижу. Это было именно вот в той школе. Все, да. Так, а теперь, пожалуйста, расскажи, пожалуйста, для себя и для нас ту ситуацию первую, да, когда ты вызывала этих духов. Что ты Первый, тогда чувствовала? Почему ты... Потому что смотри, тут один нюанс. Посмотри внимательно, послушай. ага. У человека внутри есть барьер, не позволяющий ему приступать к иконе жизни. То есть убить другого человека, ну, это просто человек не может это сделать. Человек Ну, не может убить да. человека, человек не может убить животное, человек не может вызывать духов, не преодолев вот этот внутренний барьер. Я уже за это много раз говорила, но это... Говорить можно миллион Да, раз, но до тех пор, пока ты не зайдешь в это и не поймешь, каким образом, почему ну, ты преодолела вот этот барьер. ну вот у меня была одна подруга такая школьная. Ну то есть она предложила вот эту идею. И я Мгм. поддалась. То есть она пригласила нас было трое. И вот она пригласила, говорит, давайте, говорит, вызывать Пушкина. Мы говорим, а зачем? А так, для прикола, работает это или нет. Мгм. Почему-то я поддалась. Мне кажется, я даже немножко ей завидовала, помню, что вот у нее такая семья, живет в достатке. И как-то я поддалась. Вот оттуда и пошло. Ага, то есть ориентация на внешние атрибуты Да. власти, скажем так. То есть Мгм. понятно, это понятно. Хорошо, ну хорошо. А делала ли мама или бабушка или кто-то из родственников какие-то ритуалы с какой-то фасолей или А чем-то таким? вот эта мама моя, она все время гадала на бабах, вот эта фасоль. Да Она, ты что? А я вижу да. и думаю, что это такое вообще может быть? Вот она все, сейчас она это не делает, но раньше она это очень часто делала. К ней даже приходили, то есть она такая. Она еще та шаманка. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Ну, я вижу то, что я видела, это такой, как фасолька, которая тянется из сектора магии, находится вот в правой стороне, где-то на уровне третьей чакры. И там я вижу алуа в таком красивом платье, как шелковое платье-накидка. И она как-то вот так здесь волны идут. И там черная волна.
А в секторе магии звучит кульминация, развязка. И вижу Алуа, а у нее на голове такая корона черная, не по размеру. То есть выходит за пределы головы, как бы накрывает ее, выходит вот так по сторонам. Угу. И от этой короны идут импланты прямо в уши, считывается как затычки. Угу. Так. Так, ну давай, Виктория, отсоединись от всяких всего, поднимись повыше. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Алоа. 1, 2, 3. Сейчас я ее вижу. Энергосфера правильной формы, чуть-чуть вытянута вверх и сияет снизу, а сверху идет как перебрасывание. Какая-то энергия, которая вот так идет, как будто бы ее руки, и от руки вот сюда и сюда. И все вот так, как отрезана голова, и идет такой, как считывается боб. Боб. Это Угу. фасолина. И она перебрасывает туда-сюда, туда-сюда. Вот так вот. Так. Считываю ее эфирная ДНК, и я вижу, как от ее глаз, ну, вот этот имплант, который я видела как затычки, потом вся ее считывается перебита, где 5-я чакра, там такое, как кольцо черное, как металлическое, и идет, как привязана эта штуковина, как сковорода наверху. А глаза у нее вот так, импланты, прямо к этой фасолине, и так движутся. Вот куда эта фасолина, вот туда и привязан взгляд вот именно туда. Угу. Понятно. Считывается челночница. А что такое челночница? Челнок. Это связано, я вижу, как шить, пришивать. В секторе магии находится ее мать. И вижу, что ее считывается прошивка. Вот так, где вертикально по ее энергосфере такой шов черный. И вижу, что вот эта сияющая часть, она вот так слева, а с правой стороны как пришито другое пространство. Угу. Вот этими черными нитками, да. Она считывается челночница, вот это как челнок на швейной машине. Бегает туда-сюда. Мгм. Хорошо, Виктория. Давай считаем эфирная ДНК. Алло, она ли это? Ой, бедненькая. Да, это она. Я вижу, что ее лицо, на ее лице такая гримаса, маска. Считывается притворство. И эта маска как будто бы впилась такими нитями в ее лицо истинное, и так ее прямо кошмарит там, так выкручивает туда, сюда. Угу. Также в сердечной чакре смотрю и слышу открытый портал от матери. Да. Угу. Хорошо, Виктория. Спроси у Алло разрешение потрудиться с ней и для нее. Она говорит, мне больно, и у нее изо рта такие пух-пух-пух, как из пулемета, такие фасолины. Угу. Я передаю, что ее рациональная часть желает освободиться от материнского гнета, идет,
Угу. От всех крючков, зацепок, от магии, что она осознает свою божественную природу и отказывается от этих навязанных программ, поведенческих стереотипов. Я еще раз спрашиваю, и она поднимается вверх, как вырастает вот такая сияющая, а это скукоживаются эти программы, вот так уходят. И она таким голосом говорит: даю разрешение, и говорит: помоги мне. И обращает внимание именно в сектор магии. А в сектор магии она как будто бы берет, а, там слышу, вижу, как такое, знаешь, Угу. кусок дерева, сухое дерево, без влаги, кусочек, как полено с таким отростком, ну, как Угу. засохшее дерево. И она берет и прямо ломает это дерево, отламывает, и оттуда выходит мать-челночница, я слышу. Угу. Улет Кульдарига приказывает этой матери проявиться и отвечать, кто она такая, приказывая ей назваться. Она считывается усопшая, такая, как дерево сухое. Угу. Вот так просто от этого дерева вот уходит. Но вместо нее выходит такой дух черный, Угу. выглядит как программа, как такое что-то. О, Господи. Ой-ой-ой. Даже такое сказать не могу вслух. Скажи, на какую букву называется? Мы же не поймем. Развершаяся П. Ну, женское это. А, А вот, то есть понятно. считывается сокрушительница предков Угу. и нащадков, то есть и ну, тех поколений, которые идут. И Угу. она вот так раскладывает перед собой такие вот эти горошины. Сейчас я смотрю. Считывается как культ предков. Я ее спрашиваю, что она делает в пространстве ее дочери. Угу. Она говорит: фальсифицирую ее природу, умерщвляю ее дух. Так, приказывай ей отвечать, зачем ей это нужно. Вот этот дух такой разлезлый, как жук какой-то, и вот это между ног такое все раскрыто на две стороны, Угу. как ест, как будто бы. Она говорит, что балансирует между смертью и жизнью. Говорит, что отвлекает от главного аспекта души и показывает на сектор первотворца. Говорит, увлекаю в преисподнюю. Угу. И вижу, приоткрывает то место, где называет это преисподня, и это выглядит, как будто приоткрывает такое покрывало, а там такие чешуйки, а под этими чешуйками слышу события дня. Такие черные, как горошинки, с такими, как росточки. А эти росточки уходят в сектор интерферентов, и там какой-то объект, как зеркало большое, вот так вогнутое. Угу. А Алоа говорит: это мое лицо, истинное я. Считывается потерянный субъект личности.
Мгм. Это именно то, с чем мы работали с Еленой. То есть она как бы открыла эту грань. И сейчас я вижу, что после ее сеанса, после этого ее усведомления, этой осознанности, это, эм, это перфектная личность считывается, перфектная, а, полноприводная, то есть это ее истинное я, код личности души. Мгм. Так. Когда это? Что это было за событие, когда она потеряла эту часть души? Какое решение она приняла? Еще раз вопрос. Когда она потеряла эту часть души, вот это ее истинное лицо, что на физике произошло? Она родилась. Мгм. Она родилась, и я вижу, как этот дух держит за ножки ребеночка вверх ногами и говорит, я родила этого уродца. Вот так на ребенка говорит. Мгм. Так, кто этот дух? Приказывает этому духу проявить согласно его эфирным ДНК истинным и отвечать, кто он такой. Материнская догма. Это вот эта сущность, которую я вижу, как какой-то разлезлый такой жук, все нижние чакры, ног нету, а так Мгм. это все разрезано как бы по пятую чакру. Мгм. Считывается материнская догма. Так, что это за эгрегор такой дух? Каковы его свойства? А, Считывается усилитель бедности, безбрачия. Мгм. И как вот это, вижу, как эта машинка швейная. Это как раз этот Челнок бегает. челнок. Так, тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. То есть он прошивка. Это с одной стороны и давит этот челнок, не дает возможности выйти. И сразу же идет эта черная, считывается петля, но это стежки такие, как дорожка. Мгм. Так, что этот дух делает с ребенком? Вот это держит за ножку. Приказываем отвечать. За Что он ноги, за делает? две ноги Мгм. вверх ногами. Да. Что он делает в пространстве? Аллах, приказываем отвечать. Я слышу, изучает нравы души. Сейчас я посмотрю на самом тонком уровне, как чувствует себя душа. Вижу прозрачная душа вокруг, ну как пространство, энергосистема прозрачная и такие лучики. Считывается, пришла, чтобы воплотиться. Говорит, снять груз с моего рода. Отработать карму, материнскую карму. Говорит, извлечь души усопших предков. Вижу, в секторе магии находится родовой эгрегор, считывается. И там как будто стоят, как воины какие-то, черные, в Мгм. черных энергиях. А ноги, там, где ноги, там сияет энергия у них. Считывается родовой эгрегор. А что это у них сияет? Что это за энергия? Там я вижу, что там, где вот это идет сияние, там как будто бы ноги открутили. Так, прям хруст слышу. Мгм. Вот так как ноги перевернули. Там какой-то воин стоит. Мгм. А,
с шашкой наголо. Шашка. Приказывает ему воину отвечать, кто он такой. Он говорит, предок мусульман. Какое он имеет отношение, кого приказываем отвечать? Он говорит, что она его дочь, Мгм. пришелица. Так. Он говорил, что он ее родил в изгнании. Мгм. Говорит, что она пришла, чтобы помочь ей. Это что такое? Хм. Он говорит, что он погубил себя и свой род. Виктория, ты секунд 15 отсутствовала. Тут не слышали мы тебя. Так, это значит предок мусульман. Он Да. ее родил, ты сказала. Он А ее дальше? называет пришельцем. Ага. Он снова говорит, я родил ее ради пришествия, ее в будущем. Он говорит, что он ее потерял, и он потерял свой род. И показывает вот этот меч, который вот так держал, а сейчас он его вот так с левой стороны, такие ножны туда засунул, и показывает на эти открученные ноги. Мгм. Он называет себя предком мусульман и великим ханом. А как звали этого великого хана? Он говорит, завоеватель земель. Он говорит, завоевание земель, завоеватель земель русских. Русских. Говорит как по-украински, русских. Мгм. И показывает, вижу, говорит, станица, вижу станица в огне. То есть это вижу направление, там какой-то, как я слышу, черный поток. Вот где Украина идет, вот где Чигирин, город Чигирин. Мгм. Считываются древние усадьбы господ мира. И вот идет этот черный шлях. Он Мгм. говорит, что вот какая-то станица, это где Кубань, вот там внизу. Говорит, казачье повстание. Какая-то это идет война. Мгм. А это где-то 500 лет назад. 700, 500. Мне идет вот так, где-то в этом промежутке. Нет, да, это ближе к 600 лет. 600 лет 600 назад. лет. 14 век примерно. Да, примерно, да. Мгм. Так, и что это за событие? Как связано Аллах с этим ханом? Он говорит, что показывает, что Алуа должна, говорит, убить дракона. И показывает вот эту фасолину, которую я увидела, когда еще Алуа Мгм. читала аспекты. Говорит, убить дракона. Мгм. И он говорит снова, что он ее родил для того, чтобы
воплотиться снова, чтобы исполнить его долг. Угу. Полный долг. Так. А Алоа, она согласилась родиться у него? Есть контракт у Алоа с этим ханом? Ну, фактически идет этот родовой эгрегор материнского, ну, так прям слышу, блядство. Угу. Это вот колдовство, и там вижу колдовство, и в этом колдовстве, в этой энергии вот так закручено. Это как кусок дерева, оторванное от дерева, с такой сухой веточкой. На этой сухой веточке один единственный зеленый листик. Я сначала не договорила до конца. Вот так как такое полено, идет такой сухой сучок. Сучок? На этом сучке зеленый листик. Угу. Как считывается этот кусок дерева? Что он обозначает? Он считывается умерший род, Угу. подчинившийся власти дьявола, Люцифера, а зеленый листик. Угу. Что обозначает зеленый листик? Ну, я вижу, что от этого листика такие корешки живые. И они как этот от листочка идут такие корешки живые, но не в это сухое дерево, а прямо вот туда считывается в свой род, то есть в этот эгрегор. Но она как выросла на этом сухом древе, она как прицеплена, она не выросла с него. Это как он это говорит, что она пришелец. Ага, пришла с другого рода. Она пришла с другого рода. Угу. Она, да. Когда это событие произошло, когда Алоа согласилась вступить в его род? Где это событие? Давай его найдем. Я вижу, считывается, родилась в походе. Вижу женщина, которая как-то мусульманка идет, вот так закутана в какие-то одежды и держит малышку. А у этой малышки такой черный на голове, считывается, рюкзак. Ну, как сковорода такая. Ну, вот этот имплант, который я Как видела. корона. Ага. Да. Считывается дочь хана. Угу. Так, давай спросим у Аллаха, почему она решила родиться у этого хана. Считывается, слышу, добровольный союз, пришествия. И вижу в секторе миссии идут такие, как вспышки странные, как будто бы какие-то звезды вспыхивают и куда-то уходят, и новые вспыхивают, тоже куда-то уходят. Сейчас я посмотрю, где Алоа. Где Аллах, да. Угу. Я слышу дракон. Кто-то, какой-то дракон. И она. Угу. Так, что она делает в этой ситуации? Что это повернулась за... откуда-то повернулась. Сейчас я посмотрю. Угу. Я слышу, призванная на помощь. Она с какого-то... Я смотрю, с какого-то созвездия, где вижу Млечный Путь. Угу.
но с противоположной стороны. Ну то есть, если центр, да, за центром, с другой стороны, Млечного Пути. Да, от центра, а с другой стороны, с противоположной. Вот мы как бы здесь находимся сейчас, а она вот оттуда и разворачивается, и разворачивается и смотрит. Слышу отстегнуть себя, отстегнуть от чего-то. Сейчас я хочу посмотреть. От чего она Какой-то отстегнулась? проект слышания. Она как бы прислушивается к зову. Сейчас. Сейчас я спрошу, что она слышит. Она к зову, вот этой, где это место, я слышу землян, да, прислушивается к зову земли, и там слышу, вот так идет. Это черная такая энергия, как такой шланг, считывается тартарары. Тартарары. Также считывается это особенный клан. Клон. Вот. И с другой стороны, это черный такой, а с другой стороны вот идет как сияющий. А это что? А это считывается как глаз. И там какая-то идет как завязка. И на энергетическом, на физическом теле я вижу, что это хромосомина. Вот эти ножки хромосомки считывается укоротить. То есть это генетический дефект, который поспособствовал укорочению рода жизни, жизнь в смерть, то есть рождение в смерть. Провокация. Так. Это услышала алло? То есть это она поняла или что, как эта информация связана с алло? Она показывает, что в этот момент как будто бы ее посадили, как это зеленый листик, посадили на это древо. И эти корни, она говорит, что она проросла душой. Это случилось потому, что она прислушивалась к этому зову землян? Она приняла участие в спасительной миссии. И слышу подчинение землян, эгрегору мусульманства. Это эгрегор мусульманства. А что это за эгрегор такой мусульманства? Что он из себя представляет? Ну, это не весь эгрегор мусульманства, это ее родовой эгрегор. И здесь считывается вот эта ножка, это, которая строчит эти строчки, прошивка. И снова вот это слово слышу, материнское блядство. То есть матюки на самом деле это не матюки, а это как обозначающее, считывается. То есть оно отображает конкретные какие-то события или явления. Это вот былые и так дальше, это слово, оно именно касается вот этого как разверзнутая, это вот вся нижние чакры.
И я Мгм. вижу, что вместо ног такие в раскорячку, такие раскорячки, такие без колен, такие ниточки, и дальше уходит в сектор этого эгрегора. Ну, такие Мгм. считывается, как прошивка, уничтожение себя, собственного «я». Мгм. Так, что это за миссия такая спасения? Как это связано с Аллах и этим эгрегором Она мусульманства? берет там вот такой, как это фасолина есть, Мгм. считывается как демонизм. То есть, ну, истинная вера не может быть связана с колдовством, да? То есть это нонсенс. Мгм. То есть верующий человек не может колдовать. То есть истинный мусульманин, скажем так, если он верит в истинного Творца, Бога, в его коны, то он колдовать не может. Но я вижу, что это очень распространено в мусульманстве, как и в христианстве. Мгм. И она достает эту фасолину. Эта фасолина, я вижу, это связано с ее рождением в этом воплощении тоже. Мгм. Я слышу, приняла мусульманство. То есть она привязана. Я вижу, что это касается ее рода. То есть она приняла не только религиозную принадлежность по праву, но по факту рождения. То есть ее там никто не спрашивал. Она родилась Мгм. и уже там очутилась. Интересно, что это за черная корона, да? А Да, когда что я это за смотрю на имплант? эту Мгм. корону, то я вижу, там считываются бобы, вот эти горошинки на короне. А, Я слышу ложное представление о фактах, о бытии, искажение морали, Мгм. подавление. Это корона, это подавление личности. Мгм. Вот. Так, А, так. И считываются эти энергии как дракон. Вот эта корона. Вижу там дракон, который ест, поедает. Я слышу добро души. Так, что это за дракон? Дракон этому приказу проявить согласно его истинным эфирным ДНК, отвечать, кто он такой. М, Вот снова как бы прихожу в родовой эгрегор. Мгм. Родовой эгрегор считывается мусульманство. Этот хан, который там стоит. Мгм. Ну, идет батый, но это не точно, потому что это может быть мне идет как хан, так сразу и батый, да, как связка Ну такая. да. Батый может быть не имя. Мгм. Да, поэтому но не идет, я не слышу это как имя. Вот. И он Там, что-то вот так этим мечом что-то там раскладывает вокруг себя, вот туда, 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 туда. мгм. Батый это как батька, отец хан, насколько я Ну помню. да, Ну, как ну ладно, всё. основоположник рода. Мгм. Да, это И, правильно. ну, когда я смотрю на него, то же самое повторяется. Он родил дочь, и Мгм. пошло-поехало. Так а что же произошло, когда он родил дочь? Мгм. Он ее родил, потому что она прислушивалась к зову. Она пришла этим листиком зеленым. Мгм. Я вижу, как от этого листика корни растут, прорастают туда, как бы под спину. И считывается отделить, ну, буквально отделить внутренний субъект суждения от внешнего дипломата.
Внешний дипломат это дракон. Мгм. А дракон, это, я слышу, матрица по-украински безглуздя, ну, нелепицы. Это матрица. М. Кому принадлежит этот дракон, эта матрица? Кто главный Потому что, хозяин этой матрицы, приказываем проявиться согласно его эфирным ДНК в его пространстве. потому что этот родовой эгрегор, он считывается как, знаешь, как что? Ну, чуть пальцы с прута, скорее всего. Нет, Эти... нет, нет, нет. Это считывается, знаешь, у женщины есть железы молочные, и молочная железа Да. складывается из таких отдельных фрагментов. Оно тоже похоже как Ну, такое, как как такая кисточки. капсула, Ага. считывается капсула, и от этой капсулы потом М. идет как бы молоко. А Мгм. вижу, что вот эта внутренняя такая-то капсула считывается как родовое гнездо, берет эту энергию у какого-то родоначальника. Так, кто Вот в хозяин? начальниках этих батыев. Нет, Это он внизу. внутри находится, а то еще ниже. Кто самый главный хозяин, приказываем проявиться в его пространстве. Появляются зубы, челюсть, огромные зубы, клыки. Мгм. Так, кто Так, кому хозяин этих? принадлежат? Кто хозяин Желтый. этих клыков, приказываем ему проявиться согласно его эфирным ДНК в его пространстве. Сбрасывает эти страшные зубы и говорит: ты что, совсем меня не боишься? Я говорю: нет. Проявляются черные зрачки, черные глаза, паук. Я приказываю этому пауку проявиться, кто он такой. Он появляется в секторе, одновременно сектор магии, сектор интерферента, магическая матрица. Мгм. Так, Матрица. матрица, мать, вот это все. Считывается мать Батыя. Грызть. Так, кому эта матрица принадлежит? Кто создал эту матрицу? Кто создатель этой матрицы, приказываем проявиться согласно его эфирной ДНК. В секторе интерферентов появляется как робот с такими крыльями, которые двигаются вот так, как скрипят. Мгм. Живот светится. Считывается, когда я смотрю, то считывается там ханство внутри. А кто эта сущность, которая проглотила это ханство? То Приказывается есть им отвечать, кто он такой. он говорит: я тут шел и нашел человека-призрак. Человека-призрак. Куда он шел? О, чё орешь? А ну заткнись. Приказываем ему замолчать. Так, Так. кто он? Пусть просто напишет. Я не хочу его Прика... слушать. Приказываем ему написать, кто он такой. Я вижу, что это... Оно идет. Падший ангел. Вижу, что он направлен лицом, как его как будто бы держит вот так за крылья, крылья скручены, и стоит на краю пропасти. Люцифер. Падший. Первенец из падших. Мгм. Основатель.
Ой, я слышу тартарары. А интересно, что ж такое тартарары? Мгм. Так, Слышу дома. пекло. Пекло. Мгм. Это как открытый такой люк, в котором там огонь. А что это за огонь? Считывается люциферианское царство. Уничтожение без поворота, без возврата к жизни. Мгм. Так, а как мы еще это знаем? По-библейски, например. Сейчас я считаю аналогию. Мгм. Сейчас. Гиена огненная. Это центр управления сознанием. И идет вот так сектор магии. Я слышу магических душ. Как это магических душ? Вижу подверженных вот этому, я слышу материнскому инстинкту. Вот эта каракатица с этим разодранным органом, это, как я сказала, куда-то я улетела. Ну, вот это гиена огненная, эти духи, подверженные магии. Это Да-да. матрица. Передача Матрица. сознания. Передача Магическая. сознания. Да, магическая. Магическая матрица. Передача сознания от матери к ребенку. Мгм. А что передается от матери к ребенку? Я слышу дух. Вот этот дух, формирование будущего, дух пророчества, дух формирования будущего. И это выглядит как, Мгм. как молоко, которым кормит мать, и передается генетическая информация Мгм. вообще рода, всего рода, преемственность поколений. Ну, теперь ясно. Так, давай, Виктория, посмотрим, есть ли у Алла контракт с этим родом этого Батыя. Давай сделаем так. Так. Пусть сейчас я посмотрю, с родом. Она говорит, что она разрешила себе воплотиться в роду убийц, нашествие, колонизаторы. Я спрашиваю, зачем ей это нужно. А она показывает, чтобы достать, говорит, вот это зеркало души. Так, а кому это зеркало принадлежит? Мгм. Она говорит, что она там отпечаталась. Вот оно что, смотри, как интересно. Когда она пришла, воплотилась в этом роду, то она как бы позволила себе пропечатать всю подноготную этого рода, но это произошло и в обратном порядке. То есть ее, вот эти я слышу, истинные мотивы, то есть это ее, я слышу, презрение к Люциферу, истинные мотивы отпечатались в каждом и назад туда. То есть Мгм. в этой матрице сознания запечатлена вот это информационное поле рода. То есть она как бы вобрала в себя, и это я вижу тот сон, где она видела, что две фигуры голые, раздетые, положили ее между собой. Между собой. Вот это Ну вижу, да. вот это оно Мгм. обозначает. Это. Понятно. Да. Вот оно как. Да. Мгм. Так, и спросил Алла, зачем, значит, ей было нужно, чтобы вот это отпечаталось в этом роду? Это... Она говорит, что она слышала голос преисподней, и показывает, как там это все заворачивается и утягиваются туда какие-то сияющие энергии. Сейчас я посмотрю. Она говорит, что они зацепили ее хвост
Так, то есть ту сторону галактики, откуда она, Угу. зацепили. И Класс. так и говорит, что она пришла на помощь. Угу. И вот Так. 2 воплощения показывает. Вот это, когда это мать, ну, вероятнее всего, что та же самая, которая и сейчас. Она считывается родоначальница рода. Ее М. держит, как на каком-то верблюде, едет как бы на верблюде и с этим ребенком, ну, вот так как-то вот почему-то холодно, как будто бы снег или ветер, все вот так вот, как-то все укутано. И вот это, как она родилась, ее за ножку вверх ногами держит. Мгм. Как будто эта мать ее держит, этот дух. Я слышу, согласилась быть причастной к великой миссии. Мгм. Так. Что это был за контракт, когда она согласилась? Где это событие? Ну, я вижу, что эта магия материнская, она все закрывает. То есть нужно сейчас, и вижу, Распутать. что Мгм. мать в ее пространстве вот так как мнет, как будто бы черное тесто, и развешивает такие вот эти а, бобы, вот эти Мгм. фасолины. Мгм. Так, эта и мать находится в секторе магии по отношению Алоа. Алоа пусть приказывает матери убрать все ее магическое воздействие, откажется от этих программ, переданных ей матерью. Пусть Она забирает. Мгм. считывается как мертвое дерево. Это мать, Мгм. мертвое дерево. А алуа на этом дереве, как этот листик зеленый. Мгм. И я вижу, как алуа вот так делает, как пулемет. Эти вот Плюет фасоль. плюется, и развязывается такая нить. И этот зеленый листик превращается в такой живой шар. Мгм. И я вижу там такая черная рука от алуа, как будто это выглядит, ну, жутковатая картина. Мгм. Она вот так, как будто бы ее рука, вот так откуда-то еще одна черная рука проросла сквозь ее руку и вот так держит на чем-то. А там круг такой. Вызывание и Мгм. вызывание. И там как будто бы этот дух как карту какую-то взял и оттуда берет с этой карты эту фасолину. Я М. передаю Алуа, чтобы она посмотрела, в каком эфирном пространстве, в какой ее части эфирного тела находится эта магическая зацепка, этот материнский блок. И я вижу это, считывая, слышу темечко и вижу, что... Сейчас я посмотрю. Мгм. Считывается колдовской ритуал. И я вижу, что мать делает ритуал. Какой-то ритуал. Она что-то шепчет и целует ее в темечко и плюет. Мгм. Так, что это она? Считывается, что отодвигает реальность. Мгм. Заболачивает, ну как болото, замутить, заболачивает пространство дочери, Мгм. увлекает вниз. Я ей передаю, что она вторглась в личное пространство новорожденного ребенка и спрашиваю у ребенка, что она чувствует в этот момент. Она говорит опасность смерти. И она буквально вот так смотрит глазами и видит, я слышу предшествующие события, которые находятся вот в этом ниже референта.
И она буквально там видит этот глаз, как дракона, там и спрут такие эти, и заманивает, так вот заманивает. Я спрашиваю, почему она решила принять этот вызов и подчиниться материнскому этому эгрегору и материнской воле. И она как закричит: я хочу жить. Страсть к жизни, то есть этот инстинкт самосохранения, я слышу, привлек подчинение. Она подчинилась этой контракт. Мгм. Я слышу на прошивку души, на разделение, вот так вот, как левая часть отдельно, правая отдельно. И Мгм. считывается как на прошивку души вот этот, слышу, гнобление. Мгм. И идет зацепка именно на то воплощение, где эта женщина, мать, жена этого хана, Мгм. родила эту девочку. Так. То же самое, да? Мгм. Инстинкт вот этот выживания. Мгм. Так, когда она родилась, так, подчинилась. Кому она подчинилась? Кто на той стороне, кто вторая сторона контракта, приказываем проявиться. Считывается власть Батыя, и появляется такая сущность. Ну, вот этот Люцифер, он меняет форму, а в Мгм. животе у него считывается власть Батыя. Так, а что это такое? Мгм. Что это такая за власть Батыя? Я слышу убивать и насиловать. Жуть Так, какая. а что... А кто Батый такой на самом тонком уровне? Что это вообще означает? Сейчас я посмотрю. Мгм. А он так и кричит, что он батька. Мгм. Это вот, Батька хан. Мгм. ну, вот эта идеология Ну да. единовластия. Это имперская идеология дьявольская, потому что в чистой вселенной и равноправие каждой божественной души, гармония в этом заключается. Это, я слышу, путь управления. Путь управления. Мгм. И показывает Алуа, что вот когда она была это как звезда какая-то, то она стала, такие детали я тебе говорю, такая Мгм. там какая-то жилка есть, которая как бы держит эрекцию этого пиндера, этого дьявола. То есть помогает ему, так и Потенцию считывается, держать. Мгм. убивать и насиловать. То есть насильничать над другими божественными существами. И слышу единоличная власть. То есть фактически это, я слышу, призрак власти. Мгм. Почему призрак? Несуществующий субъект мнения. Матрица по-нашему. Да, да, да. Ну, то есть Мгм. держится все только на субъективном мнении. И я вижу, что это все в купе, вот оно считывается как поддержание власти Мгм. Вот дьявола. эта энергия, да, которая Да. поддерживает его, этот потенциал, чья эта энергия там светится? Алуа, она говорит, что она родила династию. И буквально слышу Люциферов. Так, а кто это Люциферы?
Мгм. Я вижу, что люциферы в этом контексте это как программы, как шаблоны, куда вот вставляются такие живые души, так пух, такое раз, соединение, соединение. Мгм. Как эти капсулы. Да, 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 да. И говорит, я родила убийц. И показывает вот это нашествие диких племен. Мгм. Орды этих. Мгм. Так. А я сейчас ее спрашиваю, что она сейчас думает по этому поводу. Мгм. Она снова говорит, что хвост. Хвост дракона зацепил ее. Она Мгм. показывает эту, говорит, ее вселенную, как бы хвостом вот так вот махнул этот дракон. Так кто этот дракон? Она Дракон. говорит, вселенная безумия. И я вижу, что это буквально, как будто я смотрю во вселенной, смотрю, а там как живое существо. Это вселенная живая, как дракон, который летает среди других вселенных, и Мгм. то хвостом ударит, то лапами поцарапает. Считывается люциферианское царство, система управления душой вселенных. Мгм. И что она столкнулась, этот дракон? Почему это на Земле все происходит сейчас? Кульминация этой схватки? Где началось, там и заканчивается. Считываются люди. То есть это спор. Произошел именно начало этой агрессии на Земле. И на Земле закончится. Мгм. Я слышу воплощенные души. Так. Что сейчас Алла хочет с этим сделать? Она показывает вот это свое разделение и говорит, что ей не нужна эта прошивка. И вот так берет вот эти, как камни, сгребает в кучу эти бобы Мгм. и выходит с этой ситуации, как девочка маленькая, и говорит, что вынимает из своей из темечка. И я вижу, что в тот момент, когда ее мать хотела вот этот самый первый ритуал сделать, ее как губы обожгли эту мамашу. Мгм. И Алуа говорит, я и так живая. То есть она взяла под контроль этот инстинкт выживания и как бы дала импульс своему сознательному, потому что вот видишь, как оно устроено, даже маленький ребеночек, почему эти блоки устанавливаются именно в детстве. Сознание только рождается маленького ребенка, ничего еще не знает, не имеет опыта, но с одной стороны, а с другой стороны, вся структура человеческой психики устроена таким образом, что рациональное, даже если оно не осознанно, руководит принятием решений подсознательного. И поэтому образуются эти блокировки в детстве. Они считываются как занозы. Я передаю Алуа, что Алуа отказывается, вот это вызывание духов проявляется, этого Пушкина. Это рука, которая как проросла, Мгм. и как держит ее, считывается пульт управления. Так, И Алла. вижу ту ситуацию, она вот лежит, а дух этот ходит туда-сюда. И он ходит, я его спросила, что это он на цыпочках ходит, а он говорит, чтобы ее не раздражать преждевременно. Понятно. Так, пусть Алла отказывается от этого ритуала Пушкина, вызывания.
То есть она покажет, как она отказывается от этого. Я вижу, что она буквально как отрывает свою руку оттуда. И вот эта черная рука ударяет, слышу, девочку-подростка, эту подружку, которая предложила это сделать. Мгм. Так. Я передаю Алуа, чтобы она, вот эта программа, знаешь, увлекать, соблазнять, убрала все чужеродные воздействия и вернула всю ее память, и она, я вижу, и ее волю со всех тех мест, где она теряла ее, подчинялась, и вернула себе свое мнение о себе, как о божественной душе. И она говорит: я листик, проросший на сухом дереве. И называет себя, говорит: я иностранка. Я передаю ей, что она для самой себя, она есть native, и она божественная, совершенная душа. Если для кого-то она иностранка, для себя она всегда сама своя. Мгм. И она говорит: мама, убери свою пасть. Мгм. И вижу, как эта зверюга, этот дух в матери, как дикий зверь с такими зубами огромными. И она ее, вот так я передаю, что Алуа может сейчас сделать, стереть со всех информационных полей, сжечь эти все энергии, присутствие этих демонов, программ в ее пространстве и очистить, наполниться светом, гармонией и чистотой. Мгм. Она говорит, у нее претензии к ее роду, говорит, что я пришла, чтобы вас всех спасти, а вы меня подставили. Так, где Подставили это подставили? программы. Мгм. Что это за подстава? Кто Она, подставил? именно программа. Я вижу, что она Мгм. как бы вот это зеркало, которое там было, то есть эти собирательный образ всех душ, Мгм. как ее эгрегор. Она забирает эти сияющие энергии, а черная вот так как отдирается, то есть разделяет. Я передаю, чтобы Алуа передала по своим корням информацию в ее родовой эгрегор и отменила свое соучастие. Это ее, видишь, как карма за соучастие в, слышу набеги, вот эти Мгм. ордынские набеги. Так. Я вижу, она стоит, как женщина такая, а к ней идут, я слышу, родовые князья. И они вот так подходят, как будто бы они все в таких вертикальных саркофагах. А она берет и вот эти саркофаги стеклянные с них снимает. И они чернеют и уходят. А эти души, как ангелы, взлетают и летят вверх, Мгм. а там следующий за ним идет. Я передаю, чтобы Алуа очистила абсолютно весь ее род, всю ее генетическую память и очистила, расторгла все контракты с этим эгрегором, с хозяином, с этим драконом. Я вижу, она берет вот этого дракона, который там вот плавает в космическом пространстве за Мгм. хвост, и так им мордой бьет. Мгм. Я передаю, чтобы она уничтожила этого дракона и вернула все ее чистое пространство, возобновила ее божественную душу, все эфирные тела. Мгм. Так. Так, Алла,
вот это родиться в этом роду, это ее контракт. Она не хочет отменить это Ну, рождение в сейчас я как чужом. раз и Мгм. смотрю. Это сейчас я смотрю, что происходит. Снова вижу это из сектора магии, такое сухое дерево. А этот листик как бы тянется вместе туда, вот уходит это дерево вот туда и тянет за собой этот листик. Я передаю Алуа, что она сейчас может посмотреть, когда впервые она, Присоединилась к этому. считывается, вмешалась Угу. в чужой род. Да. Когда это? Что это было? Угу. Я вижу, она вот стоит огромная и как бы прочерчивает у своих ног такой полукруг. И там, где она это прочертила, оно уходит вниз, утягивает ее вниз, просто растягивает, снова слышу Млечный Путь. Так, что это она делает? Угу. Спроси у нее, что это она там чертит. Сейчас я вернусь, когда она еще туда не попала. Угу. Вернись, Виктория. Так, сейчас она берет вот эту черную энергию, считывается как насилие, как кнут. Снова родила предка. Я передаю ей, чтобы она вспомнила тот момент, что за контракт, с кем, почему она решила вдруг. Угу. Перейти в этот род чужой. Да. И она снова слышит, я слышу, что она говорит, я услышала голос погибающего разума, Угу. циркуляцию процесса. И она снова показывает снова эту галактику, которая устроена по принципу. Вот оно что. Что это, Вся эта спиральные наша рукава? Вселенная, она вот так. Вот это где Земля, она соответствует нижним чакрам. Это как воплощенный дух, то есть совершенство. А вверху, то есть когда Земля попала под влияние Люцифера, то начали страдать верхние пространства, которые энергетически соответствуют в человеческом теле, высшие вот эти аспекты разума и центры, Угу. 6-ю, 7-ю чакру. И вот она показывает, что, говорит, болит тело, Угу. что когда началась на Земле, я слышу, узурпация власти Люцифера, то вся Вселенная заболела. То есть на всех других участках это стало всем плохо. И это отразилось на, я слышу, искажение пространства и времени. Там, как где Земля находится, я слышу, это дефект времени. Дефект времени и пространства. Произошел сбой, арифметические сбои в матрице сознания всей живой Вселенной. Угу. Появился управляющий, другой управляющий центр. Вместо одного появился, оно считывается как раковая опухоль, ведущая к заражению и уничтожению всего живого. Опасность. Угу. И снова вижу вот это какое-то пространство, где вот так, как одни звезды появляются, другие
затухают. Так, я сейчас хочу найти высший аспект души Алуа, Угу. Найди. связанный с ее физическим телом, с эфирным телом. Угу. Я вижу, что она буквально себя будет и как будто бы раскапывает из сектора интерферента. Угу. И она говорит, я больше не могу ждать. Угу. Мне нужно найти. Я ее спрашиваю, что ей нужно найти. И она показывает вот эту фасолину, которая вот так с правой стороны от матери, которая как бы закрывает какую-то сияющую энергию. Я ее спрашиваю, был ли у нее контракт с этой матерью. Вот мать проявилась, которая там на верблюде ехала. Угу. Так. Где она в эфирном плане с этой матерью заключает этот контракт? Я вижу, что ей предлагают воплощение и показывают эту картинку, это воплощение матери, мать ее. Угу. Кто ей предлагает это воплощение? Вот эта страшная сущность, она находится с правой стороны, с такими зубами. Сейчас я приказываю ей проявиться, этой сущности. Угу. Приказывайте сущности Проявляется. проявиться. Это как многомерная какая-то сущность, она одновременно и вот этот дух этой матери черной такой, и такой, как инсектоид, морда такая странная, с такими зубьями, клыки такие, зубы жуткие. И там такая слюна, и там вот в секторе магии кто-то сидит и говорит, что ты не можешь расторгнуть контракт со мной. Поворачивая, как будто бы сидит на кресле, а ноги вот так, как на столе или на таком же стуле. Почему это она не может? Говорит, Она что может. он пришел воплощенным. Какая-то красная энергия. Так, кто это приказывает отвечать? Угу. Приказывает ему отвечать, кто он такой. Появляется какое-то кольцо, как колесо, как портал внизу в секторе магии. Угу. Так. И левая нога у нее почерневшая, а там он находится как присоска вот этим колесом, как присосался, это как рот такой зубастый между его пространством и ее пространством. А там считывается это его пространство, это эгрегор, цельнозор. Угу. И идет информация, что он воплощенный дух Люцифера. И рассказывает, что он сделал все возможное, чтобы она не отцепилась, чтобы она не смогла эти зубы. Я говорю, что он слишком много о себе возомнил. Я вижу, что он притянулся на эти бобы, так называемые, на материнскую магию. Вот, и я ему передаю, что он нарушил коны баланса жизни и смерти во Вселенной. Он нарушил коны невмешательства, и он сейчас обязан, я слышу, потерпеть крах, что передаю Алуа, чтобы она приказывала ему забирать эту фасолину, за которую он держится, за этот магический ритуал,
И Мгм. пусть уходит. И он хватается буквально за эту черную энергию в 7-й чакре, и эта корона черная отваливается, и этот ребеночек переворачивается, который висел вверх ножками новорожденный, и как ангел вылетает. Это считывается схема упыря, перианства, с Мгм. этим кружочком уходит. Это как укус. Вот такой вот. Я Мгм. передаю Алуа, вот она разрывает контракт, Мгм. и я вижу, как эта табуретка, она разбила на нем, на его голове эту табуретку разбивается. Вот, и эта карма с левой ноги черная, просто вот так тоже все уходит. Она поднимается вверх, энергосфера становится большая. Я передаю ей, чтобы она заживила все ее раны, исцелила, всю карму отдавала насильникам, Мгм. наполняла, вернула ее божественную волю с тех всех генетических преобразователей, которые находятся в пространствах тех людей, которые ею управляли, которыми управляла она. Я передаю ее подсознание, что ее рациональная часть хочет раз и навсегда избавиться от всех привязок, всех людей, которыми управляла она и которые управляли ею, и вернуть гармонию, взаимодействие со всеми живыми существами и душами во Вселенной. Мгм. Я вижу, как она хватает этого за хвост и его вытаскивает через свою руку. Ее рука, как кожа, это вся черная, это все вылазит, и она достает своей рукой. Я слышу божественное лицо и начинает сиять. А эти энергии не хотят уходить. Я передаю ей, чтобы она приказывала всем этим упырям, этим программам убираться и очистила все ее пространство. Вот эта Мгм. маска на лице, да, которая делает человека, образно говоря, что это маска? Это обвинение этих программ, а, и, и это тоже иллюзия. Передаю Мгм. ей, что реальность – это то, что она видит живыми ее глазами, слышит ее ушами. Реальность только ее воля здесь и сейчас. Все остальное – это иллюзии и обман. Пусть она всем обманщикам, иллюзионистам приказывает убирать их воздействие и выходит с матрицы лжи. Вижу, как раскручивается. И вот это лопнул, вот это, где был этот сухое дерево Мгм. и зеленый листик, это вот так лопнуло. И оно считывается как жизнь. Я ей передаю, чтобы она вернула жизнь себе и всем ее предкам. Передала информацию об освобождении по всем пространствам. Мгм. Она говорит, что она отказывается чертить круг, какой-то круг, вот, и сдирает эту кожу крокодилью из своей руки Мгм. и достает с этого, где она как мел, достает такой сияющий стержень внутри. Так, согласие. Я слышу повиноваться магии. И вижу тот первичный контракт с этим Люцифером, который имеет вид этого инсектоида. Это как инсектоид, знаешь, бабочки превращаются в гусениц, гусеницы в бабочек. То есть эти Мгм. метаморфозы. Мгм. Так. Вот она говорит, я пойду. То есть она соглашается пойти. Я вижу, как она как ногами спускается. И слышу тартарары. Тартарары – это как преисподняя.
Мгм. Считывается народ-насильник. То есть Мгм. она решает родиться в этом Роду роду Батыхана. до этого, да. Мгм. Сейчас на что она Да, на согласилась? что она согласилась, когда согласилась пойти Она в говорит Толпу? потерять свое лицо. Мгм. И говорит принять маску безобразия, то есть безобразного. Она говорит стать Люцифером, Мгм. отречься от себя истинной. Вот. И я ей передаю, и она вот так берет это, оно так как слюни там текут этого инсектоида. И я ей передаю информацию, что ее рациональная часть отказывается принимать эти родовые коды. Это ложь, она божественная душа. Я Мгм. вижу, она вытаскивает вот из левого уха эту, что называется, затычка. Такой имплант. Снимает эту корону, и волосы развеиваются. Я ей передаю, и вот это уходит с 5-й чакры. Я ей передаю, чтобы она расторгла этот контракт, рождаться в народе насильники, который подчиняется вот управлению, ну, подчинялся тогда, да, управлению этих, Люциферианской системы. да. Мгм. Хорошо, И пусть она она говорит, откажет. что она пришла, чтобы расторгнуть этот контракт, и это выглядит, что она вот так как будто тащит что-то из-под большой скалы, как песчаная какая-то скала, и она вытаскивает хвост, снова за хвост тянет. И я вижу, что она за хвост этого вытащила, Дракона. этого дракона, а он уже без сил, у него сил нет. А интересно, почему? Он уже подчиняется ей. И она просто берет, как ножом его вот так вот чик-чик-чик-чик, режет. Распотрошила. Да, она Так. его вот так на кусочки. И хвост тоже отрубила, маленький кусочек, и вот туда, в сектор магии. А это все свернула вот так. Я вижу, как эта скала. А что это за гора такая? Как песчаная. Как песчаник такой. Сейчас я посмотрю. Мгм. А я слышу сила власти Люцифера. Ну, это как, знаешь, как играться в песочнице. Наступил ногой, и уже никакой горки там нет. Вот. Иллюзия. Иллюзия власти. Вот оно что. Карточный Да. домик. Мгм. И я вижу, Дунул. она снимает с себя как будто штаны какие-то. Мгм. Говорит родовой эгрегор. Вот это как национальный костюмчик такой, штанишки, юбочка, тюбетеечка. Мгм. Я передаю, чтобы она вернула себе божественные настройки. Она вот так плечом с левой стороны выдавливает, как скала черная. Это зашифрованные послания предков, родовые коды смерти, насилия. И я ей передаю, чтобы она наполняла все ее естество энергиями гармонии, счастья, процветания, жизни и приказывала всем интерферентам убирать их подключки, чипы, импланты и излечивала изнутри своей собственной силой ее личное пространство. Мгм. Пусть очищает всю чужеродную генетику, очищает все чужеродные импланты, все эти изъяны. Пусть выталкивает, трансформирует в свет. Снова вижу эту галактику и вижу, как эти воины, которые там стояли, я услышала бряцание, как Оружие.
Кольцо. металла, чего-то. Ага. И я вижу, они все это бросают и выходят. Они Мгм. идентифицируются как божественные души. Мгм. Да, то есть они отказываются вот от этих предрассудков, скажем так, от этих оков программ. Они просто Мгм. рассыпаются. Мгм. Пусть Аллах уничтожает этот эгрегор мусульманства, все, что ее в пространстве находится чужеродное, все пусть отправляет в портал, Мгм. наполняется светом и восстанавливает ее генетическую всю гармонию согласно ее ДНК, данным первотворцом. Да, вот это в ее пространстве я передаю, что обращаю внимание, как будто бы такие, знаешь, чужие руки, которые выходят за пределы ее пространства. Ноги я передаю, что это не ее, пусть она сравнит с ее божественными а, ко- Кодами, настройками, да. да, и Мгм. чужеродное все отправляет в портал. И вижу, как освобождаются ее глаза и от этих привязок, и сразу вот так идет, как в сектор первотворца, лучи. И Мгм. она говорит, что она отказалась быть мухой. И вижу, как эти программы инсектоида, поработителя, считывается инсектоид, поработитель, да, уходят. Мгм. Отлично. Все, пусть отдает, приказывает всем интерферентам Люциферу забирать ихнюю карму, все последствия ихней лжи, насилия, пусть все забирает. Да, передаю, чтобы она восстановила целостность ее гармонического пространства, гармоничного, М. восстановила коны Возвращает. жизни. Пусть вернет все потерянное ее энергии со всех мест, все то, что принадлежит ее истинной, а все чужеродное пусть отсекает. Вижу, что она как будто бы в саркофаге была, Мгм. как принцесса такая красивая. И что-то вот так на лбу такие штучки. Вероятно, это ее захоронение, и она оттуда встает. Я передаю, чтобы она вернула все частицы ее божественной души, любые фрагменты ее сознания со всех тех мест, где она теряла и Мгм. призывала ее частицы души. Да, из всех смертей, и пусть она отменит все решения умирать, пусть заменит все эти решения, я слышу, способностью и желанием жить и творить, как Мгм. истинный творец. Я вижу, что она из своего пространства как будто бы вот так отбрасывает, знаешь, как штукатуры штукатурят, а лишнее Мгм. выбрасывают. Ну да. Вот так. Я передаю, чтобы она возобновила свое истинное я, свое истинное божественное лицо, ее код души, первичный, который она получила от первотворца жизни. Она вся засияла, она вся сияет. Мгм. Хорошо. Хорошо, Виктория. Очищаем пространство, закрываем Мгм. порталы, поднимаемся все вместе максимально вверх, Да. наполняемся энергией жизни, любви и гармонии. Посмотри сейчас, как Аллах выглядит. Ну, она вся сияет, вот от сердечной чакры вот так все расходится, сияние. Вот как она родилась, были такие лучики, а сейчас это все лучи такие разноцветные. Угу. Так, хорошо.
Так. Хорошо, если хочет Алло, пусть информацию о ее освобождении распространить по эфирному пространству. Если она хочет, пусть она это сделает. Она это делает. Мгм. Хорошо. Спасибо, Аллах. Все ли мы сделали для нее на этом сеансе? Да, она благодарит. Ну, опять этот дракоша вышел, этот имперский. Перский. Опять этот Батый. Это удивительно. Да, мне интересно, вот это поразило, или даже сказать, все правильно уложилось, что зацепив эти нижние чакры этой галактики нашей, да, начала как бы болеть голова у галактики. Да, интересно. Ага. Вот так вот. Ну я вот, это есть такой, был такой список, то есть там целая такая информация мне дал вот этот отцовский род, вот как раз вот это Чингизиды, вот откуда, ну, и они прям, то есть вот этот род тянется прямо от самого этого Чингисхана, думаю, да? И я его просто рвала на куски, пока вот шел сеанс, я то есть все отрывала. Я нашла, там вот это такой длинный список, это ужас. Это такая пачка тонова такая, и прям от каждого, то есть это такой род интересный, то есть они все там друг друга знают. И вот, и я прям все это рвала на части. Получается, я из другой вселенной вообще. Интересно. Каждый раз что-то интересное. Ага. Вселенная наша одна. Вот это только раковая опухоль надо удалить. Паразит. Да, ну то, что вот я хотела, наконец-то оно получилось. Я так давно хотела избавиться, помню, на прошлый год. Никак не получалось так. Разорвать все отношения с родами. С прошлого года еще хотела. А сейчас раз таки получилось. Но оно получилось тогда, когда уже точно решила.